Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить джинсовую куртку для кукол. Перед началом работы убедитесь, что ваша джинсовая ткань не покрасится. Обычно я замачиваю ее несколько раз в мыльной воде, а затем на несколько часов оставляю в уксусном растворе. Одну часть уксуса на 2 части воды. Также закрепить краску можно, немного сбрызнув ткань лаком. Джинс имеет, так сказать, косое плетение. Переносить детали желательно в одном направлении. Но, например, центральную часть спинки и кармашки я захотела выделить. Тогда их можно располагать перпендикулярно выбранному направлению. В этот раз я взяла самый обычный, довольно толстый джинс. А тонкую джинсу, кроме специальных магазинов ткани, легче всего можно найти в детских вещах. Выкраиваем детали куртки из джинсовой ткани, а также детали подкладки. У меня это тонкий хлопок. Сперва соберем детали полочки. Вот таким образом. Вначале сошьем боковую и центральную деталь. Затем пришьем оставшуюся часть. Разглаживаем швы, расправляя припуски. И пришиваем верхнюю часть. Собираем так и вторую сторону. Затем займемся спинкой. Сшиваем детали точно так же. Теперь пришиваем полочки к спинке по плечевым скосам. После этого вшиваем рукава. В местах скругления на припусках проймы и рукавов делаем надрезы, не доходя 1 мм до линии. Совмещаем центр рукава и плечевой шов. Также вшиваем и второй рукав.
Теперь прикрепим воротник. Отцентруем детали. И пришиваем к горловине только одну сторону. Складываем воротник пополам вдоль, изнанкой наружу. Теперь нам нужно прошить эти скошенные края. Подрезаем припуски и срезаем верхний уголок. И с другой стороны выворачиваем. И остается только пришить другой край воротника. Чтобы он не распускался, его можно проклеить. Я использую строительный полимерный клей. Чтобы спрятать строчку, вшивайте прямо в уже сделанный шов. Так как я буду делать отстрочку и еще пришивать подкладку, мне достаточно просто наметать швом вперед иголка. На этом этапе можно сделать декоративную отстрочку контрастной нитью. Я возьму вот такую, горчичную, и сделаю по строчке с двух сторон от каждого шва и по краям полочек. Не забываем и про манжеты. Кроме этого, вырезаем 2 клапана кармана. Прошивая по периметру швом вперед иголка сначала в одну сторону, а затем в обратную, имитирую на них машинную строчку. Вот такие 2-миллиметровые клепки будут у меня в качестве кнопок. Эти я покупала в магазине швейной фурнитуры, но их можно заменить полусферами для маникюра. Ставлю клепку на уголок. Беру сложенную в несколько раз мягкую бумагу или салфетку и, положив на нее клапан клепкой вниз, аккуратно продавливаю ткань, чтобы появились зубцы. А затем подгибаю их, например, плоскогубцами. Прикладываем наш обманный кармашек между грудными выточками, приклеиваем или пришиваем его. За клепками я также сымитирую кнопки на передней планке. По левой стороне для женщин, а по правой для мужчин. Крепить их буду на расстоянии 1 см друг от друга.
Теперь складываем курточку и сшиваем части по бокам вместе с рукавами. Далее, если вы будете добавлять подкладку, сшиваем ее детали между собой. Загибаем припуски горловины наизнанку и, приложив подкладку к джинсе, фиксируем ее в нескольких местах. Затем пришиваем ее к воротнику мелкими стежками потайным швом. Мне удобнее это делать от центра к краям. После этого расправляем подкладку, подогнув припуски проймы и вертикальных краев, пришиваем их к боковому шву, а также к внешним краям планки. Не фиксируйте подкладку намертво по всей площади, иначе все перетянется при надевании. Ну и остается сделать нижний подгиб. Для него возьмите полоску на пару сантиметров больше, чем обхват подола куртки. Я возьму 17 сантиметров. И по ширине 2 сантиметра плюс припуски. Прикладываем пояс к низу. И пришиваем его. После этого загибаем нижний припуск или проклеиваем его, чтобы избежать лишней толщины. Выровняв боковые края подгиба, сшиваем их так же, как на воротнике. Выворачиваем и пришиваем на сторону подкладки. Можно сделать отстрочку и на подгибе. Ну и последний, необязательный штрих – это боковые хлястики. Удобнее будет сначала сделать отстрочку, а потом вырезать детали. Отмеряю по 2 сантиметра на каждый хлястик. Ставлю заклепки на края. Для прочности с изнанки проклею все тем же полимерным клеем. Срезаю лишнее. Заостряю концы.
и разрезаю пополам. Приклеиваю один конец, загибаю куртку и приклеиваю другой конец. И вот такая джинсовая курточка у меня получилась. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А также вы можете поддержать меня на Патреоне. Всего лишь $1 или $2 мне очень сильно поможет улучшить канал для вас. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!